Приветик всем! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарнейший день. У нас обещали очень теплые выходные. Мы вчера, сегодня занимаемся делами. Посмотрите, что мы делаем. Помыли коврики все из зала и из солнечной вот этой нашей комнаты, где стоит телевизор, потому что кое-кто, не будем на нее показывать пальцем, но которую зовут Абигаль, Аби, написала несколько раз вот на эти коврики. Они такие, знаете, лохматые. Вот. И, конечно, их, видите, какие они лохматые, это вот в зале. И, конечно, их так вот, не ототрешь. У меня есть специальное средство от запаха, если вот животные пописали. Понимаете, да, что это вот все равно так запах не уйдет. Вот, помыли. У меня, к сожалению, защемило седалищный нерв, наверное, так болит спина, что просто ужас. Я на обезболивающих сама ничего делать не могу, поэтому я и руковожу. Тамик делает. Смотрите, как мне птички поют. Сейчас покажу вам, что у меня в теплице, и заодно открою ее. Вот. Сейчас быстренько дождик струсим. Вот такие дела у меня в теплице. Вчера полили огурцы. Посмотрите, как у меня вымахал кинза. Видите, как вымахала, и укроп. Это я просто купила в магазине, посадила, думаю, чтобы постоянно свежую рвать. И вот видите, уже даже цветет, и семена будут. Ничего страшного, это мы разберемся. Вот такие помидоры у меня уже. Я их посынковала недавно и обрезала нижние листья. Вот, видите, чуть-чуть потеплело, и они поперли во все стороны. Это свекла у меня уже вот с такими листьями. Будем пироги делать. И видите, вот укроп у меня самосевом лезет. Здесь я еще редиску посадила между огурчиками. Вот, и клубничка. Мы уже вчера собрали немного клубники. Жду пупса своего, чтобы... Смотрите, сколько клубники. Вот, жду пупсеныша своего. И здесь вот есть клубничка, видите? Там я вчера поливал ее. Вот такие дела. Даже огурчики уже есть. Сейчас покажу вам, где-то есть даже маленькие. Вот эти вот 1, 2, 3, 4. Это у меня такие, знаете, длинные огурцы. И вот, смотрите, на них там уже есть. Видите, вот маленькие огурчики. И тут, по-моему, тоже где-то было. В общем, несколько огурчиков есть. А эти огурцы, эти корнишоны такие маленькие. Наши обычные советские огурчики, которые я пересаживала миллион раз, наверное, 3 раза подсаживала. В итоге на 3-й раз наконец-то вышли. Вот это мое киви дерево. Я вам его, по-моему, показывала. Если не показывала, то вот сейчас показываю. Это мне Аня моя подарила на день рождения. Это брукманзия, которую я сама себе купила. И вот посмотрите на мои лимончики. Как они растут вовсю. Вот я же говорю, как только потеплело. Слушайте, мне кажется, нужно его подвязать, да? Нет, нормально, хорошо стоит. Вот здесь еще цветочки будут. Видите, вот там еще цветет. Вот тут будет цветочек. Но они как-то зеленоватые еще. Мне кажется, рано их рвать. Посмотрим. И там вот этот кумкват. Аланчик так хорошо произносит. Кумкват, говорит. Так хорошо говорит это слово. Заходит, и главное, запомнил. Приходит и сразу говорит кумкват. Вот тут совсем прям, видите, зелененькие есть. Надо вот эти сорвать. Я каждый раз захожу, срываю и съедаю один. Мои не очень он нравится. А на варенье здесь мало. Поэтому я видите, вот так каждый раз один захожу, себе срываю и съедаю. Это тархун, вы все знаете. Кое-кому вход запрещен, потому что она тут у меня выдернула редиску. Представляете, из земли выдернула и пошла с ней довольная. Понесла ее.
Ну вот такие дела, девчонки. Вот там тоже у меня свекла. Что-то очень плохо она вылезла. Ну, у нас вообще в открытом грунте, считайте, ничего не растет. Вот этот кустик, девочки, вот кто напомнит мне название? Мне прям записать нужно. О, смотрите, крыжовник. Что нужно прибрать в этом углу. Здесь у меня конский навоз. Нужно вот прибрать в этом углу, видите? Там, наверное, малина, да? Малина или что это, не знаю. Это от соседей к нам растет. А вот эта смесь смородины и... Господи, чего забыла? Вспомню, потом скажу. У меня малина хорошо зацвела. Вон, смотрите. Что как-то не цвела, а потом раз и вся покрылась цветочками. А Ланчик в прошлом году вообще у меня малину не ел. Ну, прям очень плохо. Совсем не хотел, и все тут. Вот черная смородина. Зато черную смородину кушал. Вот черную смородину, насколько она была кислая, вот подходил прям с куста и довольно ел с удовольствием. От кого ты прячешься, охотница? Иди мышек лови, балда. Вот. Вот, смотрите, сливы будут. Если что-нибудь успеем от птиц спасти, то, может быть, и будут сливы. Ой, слушайте, девчонки, смотрите. Ой, посмотрите, девчата. Смотрите, инжир. Видно вам? Инжиринка одна ягодка. Ой, еще даже. О, смотрите, еще инжир будет. Супер, классно. Почему-то думала, что не будет на них, потому что пересадила их из теплицы Мия. Вот, и думала, что что-то их ест. Смотрите, что их ест. Блин, надо обрызгать чем-нибудь. Не знаю чем, но нужно побрызгать. А вот здесь вот посадили фасоль, девчонки. Помните? Ну и что тут? Растут одни сорняки. По-моему, вылезло их 4 штучки. Нужно хорошо посмотреть. Вот фасоль совсем никак не вылезла. А нет, вот еще. По-моему, это что такое? Это фасоль? Нет, не фасоль. Ну, где-то вот, видите, вот одна фасолинка и где-то еще 2. Наверное, придется подсадить. Земля очень была холодная. Я думаю, что из-за этого вообще не вылезла фасоль. Лук вот хорошо. Видите, лук хорошо пошел. Фасоли нет. Нужно подсаживать. Вот здесь у меня было такое, знаете, очень ароматное растение, как-то называлось принцесса something, принцесса чего-то. Вот, то ли замерзло оно, то ли засохло. Это был подарок, ну, видимо, от всей души подарок, поэтому он не прижился. Вот такие дела. Ну вот, девчонки, сейчас розу полью с сывороткой. Вот тоже она уже чернеет. Нужно содой опять ее брызгать. Что такое с этими розами? Вообще вот никак. От этой сырости постоянно они болеют. Ну, вот эти вот, видите, распустятся. Это за мной бегает и прыгает на меня. Улиток опять тьма. Тут у нас все наши игрушки, качели. Рододендроны отцвели уже. Азалия отцвела тоже. Все хотела я, девчата, срубить вот это дерево. Вот это красивое оно дерево. Оно очень красивое, но не знаю. Столько мусора от него. Но мне его жалко. Наверное, все-таки я его оставлю. Единственное, что, может быть, срубим вот эту ветку. Вот этот второй ствол, чтобы оно росло как бы вот более, ну, как бы, знаете, как ровненькое, чтобы было дерево. А так оно какое-то косое, кривое. Ну и тень на вереск, чтобы не падала. Так, что у нас тут с черешней? Посмотрите, как она разрослась. Шикарно разрослась. И что у нас? 2-3 ягодки, да? Наверное. Вот засохли все ягодки, видите?
Ну, черешня у нас только для птичек. Ой, яблочки уже большие, смотрите. Смотрите, какие большие яблочки. Вот этот сорт, который, кстати, самый невкусный, он больше всего его и бывает. Вот прям яблок, тьма этих, вот именно красных. Посмотрите, сколько, не знаю, вам видно, очень много. Сейчас вам покажу поближе, если видно вам. Все дерево, вот именно эта часть, прям очень много вот этих вот именно красных яблочек. Они красные и внутри, и снаружи. Но оно очень пресное, оно как бы не сладкое, оно кисловатое, не очень так себе. Ну вот здесь вот тоже будут яблочки. Сейчас вот на этом дереве давайте посмотрим. Вот это очень вкусное, сладкое, хрустящее яблочко. Ну да, тоже будут здесь. А это что такое? А это у нас что такое? Посмотрите. Так, что-то у нас тут на яблоках появляется. Ой, посмотрите, что это такое? Так, девочки, срочно. Что будем делать? Так, какая-то зараза. О, посмотрите, что творится. Это что? Так, подскажите-ка, девочки, что делать? Вовсю у меня мушмула цветет. В этом году не так уж много цветов на ней, как в прошлом. В прошлом году была полностью прям покрыта. Ой, девчонки, и жимолость. Наконец-то я вспомнила с первого раза. Жимолость. Представляете, Аланчик у меня пришел, когда... Вот был последний раз 2 дня, наверное, назад. Он все ягодки жимолости, все съел. Представляете? Все повыбирал. Потом маме своей рассказывал, что фиолетовый надо кушать, а зеленый, говорит, не надо кушать. Представляете, ей говорит, мама, га-га, надо зеленые, не надо кушать, говорит. Вот на этом дереве, да, много. Что с ней будем делать? У меня еще замороженная есть мушмула. Ну, видимо, понравилось ей место, хорошо разрастается. Молодец. Мия моя охраняет кустики от птиц, потому что в прошлом году мы даже не видели сиреневые вот эти ягодки. А в этом году, смотрю, она их держит в стороночке, птичек. Здесь у меня пассифлора. Это я Ане покупала и себе заодно купила. И вот видите, на ней цветочки тоже вот-вот распустятся. У Ани когда-то даже были ягоды. Вот у меня нет, а у Ани ягодки даже были. Слушайте, я вчера вынесла свой цветок комнатный на улицу и забыла его здесь. Вот он, не знаю, как называется. Девчонки, вынесла его вчера на солнышко. Вот, думаю, пусть он на солнышке побудет. А здесь у меня кабачки. Поставили мы их специально вот так высоко, потому что Аби очень любит овощи. Кабачки в том числе. Вот, они разрослись в теплице. У меня стояли, разрослись. Ну, вот я их вынесла. Пусть, думаю, здесь растут. Что-то тут прям большой-большой какой-то растет. Вот так его приподниму. А то он, наверное, в горшке прямо... Надо сорвать его, кстати. А этот вот белый такой. Тоже пока только один, но... Вот. Здесь у меня тоже, по-моему, жимолость называется. Honeysuckle по-английски называется. Вот этот цветок такой, знаете, который очень ароматный. Вот, смотрите. Вот эти вот цветочки. Они очень-очень сладко так пахнут. А это моя карликовая слива. Много на ней листиков, тоже хорошо. Ягод мало, листьев много. Карликовая вишня или черешня, скорее всего. Ну и, девчонки, посмотрите на мои несчастные, на мою камелию. Вот эта камелия цвела, как вам показать, вот так, наверное. Вот эта камелия полностью была покрыта цветами. Очень много на ней было цветов. Очень много. Я ее даже заносила в дом во время заморозков, потому что, ну, просто было покрыто цветами. И вот в итоге она отцвела, и вот что с ней случилось.
Не знаю, что с ней такое. Вот это у меня камелия живая, много листьев, но не цветет совсем. Вторая цветет и засохла. Не знаю, что с ней делать, и выбросить жалко ее. Думаю, пусть стоит. Вынесла на солнышко их. Вчера вот эту тоже выдвинула на солнышко. Ой, посмотрите на... Что это у меня за цветочек, девочки? Кто вспомнит название? Сейчас вспомню. Блин, все слова позабывала. Это мне Аня тоже подарила. Вот прямо маленький-маленький. Может, я вам когда-то показывала. Совсем вот крошечный был такой отросток. Она отрезала от своего цветка. Вот такой вот прям маленький. 3 штуки она мне дала. 2 погибли, вот 1 прижился. И вот посмотрите, в прошлом году был он маленький совсем, а в этом году вот так вот разросся. Сейчас вспомню, как называется. Вот, виноград. Прям, знаете, сразу раскрылся. То не было, потом раз и листья, и все. Вот прям хорошо пошел. Не хотелось мне, конечно, чтобы он вовнутрь вот сюда заходил, да, но так получилось. Тами говорит, уже мне жалко его, конечно, было обрезать. А весной или нет, осенью обрежем, наверное, его и сделаем нормально. И вот, девчата, хочу показать вам глицинию. Посмотрите. Wisteria. Посмотрите, какая красота. Так пахнет хорошо. Прям супер. Немножко осыпается она уже. Правда, классно, да? Соседские цветочки тут тоже. Смотрите, сколько мяты у нас. Тут, конечно, сорняки нужно повыдергивать, лютики. А вот столько у нас это мяты в этом году. И вот здесь еще глициния. Тоже, посмотрите, я даже не ожидала, что она в этом году будет цвести. Но представьте себе, вот есть на ней. Так, где? Вот, наверное, 1 цветочек. Ой, прям совсем дохленький, но первый раз она цветет. Тоже вот она у меня вот так вот стоит. Может, нужно ее на солнышко вынести. Вчера повыдергивала сорняки. Здесь тоже мушмула вовсю цветет. Здесь у меня, ой, как ее опять, жимолость. Вот видите? Вот Аланчик у меня ходил, ее клевал везде. Ну, должна сказать, что в прошлом году я даже не успела попробовать ее. В этом году мы ее хоть видим, что есть на ней ягодки. Тут 3 штучки. Ой, так классно. У меня птицы ходили, вот эти дрозды, и прямо ее склевывали. Ой, смотрите, сколько нарвала. Я думаю, что с каждым днем, конечно, ее будет больше и больше. Поэтому, наверное, на всех хватит. Ну и здесь у меня тоже малина. Тамик ее осенью почистил, пообрубал немножко, привел в порядок, чтобы она прям вот так вот, прям вот сюда вся вылезла. Вот как птицы заливаются. Пчелы гудят. Сирень отцвела. Нужно обрезать ее всю. Вот. Вот такие у нас дела. Вот-вот пионы распустятся. Ну и эта сирень тоже у меня уже отцветает. Соседи дом строят. Что-то своими руками, что ли, ставят. Тамик вчера посмотрел, говорит, что-то они сами, что ли, решили строить. Ну вот, видите, отцветает сирень. А пионы вот-вот-вот расцветут прям. Вот так вот, девочки, работ полно. Смотрите, вот-вот-вот распустится. Красота какая, да? Вот такие вот дела. До нарциссов дело не дошло. У меня руки не дошли до нарциссов. Но сейчас я и ничего не могу сделать, потому что спина болит жутчайшим образом, девчата.
Это у меня фуксии. Смотрите, как хорошо цветут. Да, надо срочно поливать. Дождика уже не было пару дней. Ну, видите, земля вся высохла. И хочу показать вам жасмин. Пока не цветет. Листьев много, но пока что-то цветочков нету. Тоже очень хорошо пахнет он. Сосед приготовился траву стричь. Вот такие дела. Жду, когда ковры высохнут. Постирала коврики из ванной. Ну, короче говоря, вот такие дела. Сыр вчера делала. Аби помыли. Всю ее кроватки, все подстилки, все постирала. Ее помыли тоже. Аби, иди покажись, красотка. Вот кое-какие цветы еще нужно посадить. Кусты досадить. Короче, вот так. Вот видите, девчонки, дел полно. Спина болит. Выгляни, ладно, что ты спрятался. Из окошка выглянул, спрятался. Выгляни, не стесняйся. Свет мой, зеркальце, выгляни. Девочки, ребята, посмотрите, какой хлеб получается. Я его только что вынула из холодильника. Сейчас поставлю форму в духовку, нагрею и будем выпекать. Посмотрите, какая прелесть. Чудо, да? Это хлеб на закваске, девочки. Посмотрите на этих двоих. Посмотрите, как Мия лежит. Посмотри, как Мия лежит. Посмотрите, как она лежит. Вы артистки. Two hands. You know, Ты мой сладкий. tiny. Как он называется? Посмотри, как он кушает сахарачат. Ты моя сладость. Sausage, tiny sausage, Oh yeah. Polish. And he bring two. Вкусно? Аланчик. Тенчик. Do you want some tomato? Okay. Тойотан хочешь? Красный. Thank you. Тойотан. I wonder what Alan is Oh, Alice look this. from my childhood. Over.